Он родился в мире, где начали появляться чудовищные создания, известные как драконы, и разрушать все вокруг. Прежде чем кто-то успел призвать Гоку из другого мира, монстры внезапно исчезли, а вскоре после этого у девочки появились силы дракона. Их стали называть Ди и отправили в специальную академию, но, к его удивлению, он тоже обладает этими таинственными силами, хоть и является мальчиком. Вскоре его отправляют в магическую академию под названием Мидгар, и, к счастью, он встречает там девушку по имени Айрис, которая сразу же начинает кричать на него за то, что он зашел в женскую раздевалку. Он показывает свой значок и объясняет, что его отправили сюда, и у него не было выбора. Она спрашивает, почему такой солдат, как он, находится в академии, и тут Ю, младшая сестра Мицуки, тепло приветствует его. Она сразу же ведет его внутрь школы и дает ему форму, после чего представляет учителю по имени Харука. Она сообщает ему, что она полковник и сейчас командует Мигаром. Ю быстро решает подлизаться к новой начальнице и приветствует ее как сильную независимую женщину, как и положено бета-самцу из френдзоны. Она решает расспросить его об истории школы, и он уверенно отвечает, что Мигар начинался как карантинная зона, где держали Ди. Потом кто-то вспомнил о правах человека, и Ди были освобождены и вступили в организацию под названием Асгард, где они, наверное, охраняют задницы. Сейчас это престижная школа, где ученики учатся превращать темную материю в полезные вещи, например, редкие ресурсы, и иногда сражаются с драконами. Кажется, Харука впечатлена, но втайне намекает, что настоящая цель Академии не совсем ясна. Поговорив с ней, Ю начинает бродить по кампусу вместе с Мицуки, удивляясь, что его перевели сюда. Она говорит ему, что как президент студенческого совета должна представить его всему собранию. Во время представления члены собрания с удивлением узнают о том, что Ю парень. Мицуки настаивает, чтобы все приняли его без дискриминации. Затем она передает микрофон Ю, который смущенно признается, что не так опытен в искусстве превращения, как девушки. Позже Ю идет на урок, где Харука представляет его, но девушка по имени Лиза перебивает ее, заявляя, что не одобряет его, потому что он парень. Мицуки вмешивается, утверждая, что Ю прошел все формальные проверки и процедуры. Харука указывает на драконий герб на его теле, доказывая, что он такой же дракон, как и девушки. Несмотря на это, Лиза требует, чтобы Ю продемонстрировал свои способности. Класс соглашается, и Ю создает шар из темной материи, превращая его в пистолет. Все ошеломлены. Одна девушка говорит, что он зря потратил магию на создание пистолета, и Харука соглашается, напоминая, что это не Нифльхейм и их враги не люди. Затем она просит Лизу перечислить всех драконов, которые появлялись до сих пор, и та начинает с черного дракона, который появился 25 лет назад, и упоминает остальных. Всего было 7 драконов, и теперь ученикам предстоит победить красного Василиска, известного своими алмазными чешуйками. Внезапно Айрис встает и решает, что сейчас самое подходящее время рассказать о том, что произошло между ней и тобой на пляже. Она подробно описывает, как ты увидел ее голой и забрал ее одежду. Остальные девушки смотрят на тебя с отвращением, считая извращенцем, а ты кричишь на нее за то, что она искажает факты. Позже студенты идут в спортзал, и Айрис объясняет тебе, что он находится под землей, чтобы во время тренировок не было никаких загрязнений. Во время демонстрации он решает помочь Айрис с растяжкой, но случайно все портит. Мицуки вовремя приходит и просит его подождать в другой комнате, потому что он здесь впервые. Начинаются симуляции, и Харука спрашивает Лизу о самой универсальной материи, и она отвечает, что это воздух, а затем создает 2 шара из темной материи, чтобы они могли летать. Ю впечатлен, и Харука объясняет, что управление воздухом создает ветер, который позволяет летать. Мицуки создает симуляцию красного Василиска с алмазной чешуей, а Лиза создает копье, чтобы сразиться с ним. Затем она создает мощную вспышку, которая пронзает и разрушает панцирь Василиска. Затем светловолосая девушка по имени Фёрл использует сжатый воздух, чтобы создать пушечное ядро, которое уничтожает симуляцию за секунды. Остальные студенты по очереди демонстрируют свои способности, впечатляя тебя своим творческим и эффективным использованием темной материи. В отличие от твоего подхода, когда ты полностью превращаешь ее в оружие. Затем Харука раскрывает шокирующую правду: драконы появляются все вместе, потому что они пара, и каждый дракон ищет свою пару. Если он определит их драконью пару, они сами превратятся в драконов. Ю потрясен этим открытием, понимая, что однажды ему, возможно, придется сражаться с кем-то из своего рода. Она также упоминает, что это уже случалось 2 года назад, когда им пришлось убить товарища, который превратился в дракона. Теперь очередь Айрис сражаться. Она уверенно идет вперед, но терпит поражение хуже, чем в последних песнях Кэти Перри, и получает по заслугам. Лиса вынуждена спасать эту беспомощную дурочку. Позже тем же вечером ты разговариваешь с Айрис и убеждаешь ее признать свои ошибки, чтобы она могла стать лучше. Она соглашается и рассказывает, что белый Левиафан убил ее родителей, и это заставляет ее продолжать бороться, хотя это тяжело. В этот момент раздается сигнал тревоги, предупреждающий о приближении белого морского дракона,
и ее драконий гребень зловеще светится. Той ночью ты зашел в его комнату и поговорил по видеосвязи с майором Локи, который спросил, знает ли он что-нибудь о превращении Ди в драконов. Он признался, что знает, и Локи сказал, что нужно что-то сделать, чтобы не допустить увеличения числа монстров. Затем он предложил план настолько абсурдный, что у тебя скрутило живот. Убить всех Ди, чьи метки начали светиться, прежде чем они смогут найти свою драконью пару и превратиться в драконов. Он проигнорировал твои протесты и приказал выполнить его, когда придет время, а когда ты все еще колебался. Локи пригрозил, что если ты не подчинишься, он применит жестокие методы. Тем временем Мицуки обращается к студентам по поводу поступившего экстренного сообщения и предупреждает их о приближении белого левиафана к институту. Она объясняет, что этот дракон был ответственен за потопление кораблей много лет назад. Услышав это, ты не можешь не задаться вопросом, не тот ли это дракон, который убил родителей Айрис. Пока он размышляет, она продолжает объяснять, что дракон доберется до Академии примерно через 33 часа, и что его поведение указывает на то, что он ищет свою пару, которая, скорее всего, находится в институте. Затем она говорит, что все студенты, у которых меняется метка на лбу, должны немедленно сообщить ей об этом. Ты беспокоишься об Айрис, тебе интересно, что с ней происходит и почему она так странно себя ведет с тех пор, как прозвучала тревога. Ты спрашиваешь других девушек о ней, но никто ничего не знает, кроме того, что утром она выглядела нездоровой. Ты решаешь пойти к Мицуки и просишь ее прикрыть тебя, пока ты ищешь Айрис. После нескольких часов поисков ты наконец находишь ее на краю террасы. Она смотрит вниз. Ты спрашиваешь, что она здесь делает, и просишь показать метку дракона. Сначала она называет тебя извращенцем, но все равно показывает метку. Она со слезами на глазах признается, что метка с каждой минутой светится все ярче, и говорит, что даже думала покончить с собой, спрыгнув с крыши, но не смогла. Ты говоришь ей, что не нужно бояться, и обещаешь, что девочки не бросят ее, а будут защищать. Айрис говорит, что боится превратиться в дракона и навредить тем, кто ей дорог. Ты уверяешь ее, что она не превратится, но даже если это случится, ты убьешь ее, чтобы защитить остальных. Ты успокаиваешь ее, начинаешь хвастаться своими навыками, как будто ты величайший убийца в мире, и это, наконец, заставляет ее улыбнуться. Сообщив, что ей стало лучше, он просит ее сообщить о своем состоянии врачам, и она уходит. Позже в тот же день раздается еще одно оповещение, на этот раз о том, что у Айрис изменился гребень. Услышав это, Ю решает встретиться с Мицуки и спрашивает о состоянии Айрис. Она говорит, что сейчас проходит обследование и не может принимать посетителей. Он замолкает на мгновение, а потом спрашивает, что будет дальше, но она отвечает, что он не будет участвовать в предстоящей битве, так что ему не о чем беспокоиться. Тогда он рассказывает ей о приказе Локи. И хотя она на мгновение теряет самообладание, она быстро берет себя в руки и твердо заявляет, что если Айрис трансформируется, то она сама с ней разберется. Поговорив с ней, он докладывает Локи о случившемся и неохотно соглашается следовать его приказам при одном условии – не вмешиваться в его планы, на что Локи соглашается. Затем он решает проведать Айрис, но по пути сталкивается с Лизой, которая спрашивает, будет ли он следить за Айрис. Он колеблется, но потом поправляет ее, говоря, что будет охранять ее, а не следить, и спрашивает, зачем она пришла. Она притворяется, что у нее нет причин, но он видит, что это не так. Перед уходом он спрашивает ее о битве с Кракеном, которая произошла 2 года назад. Она говорит, что участвовала в той битве и что дракона, о котором говорил Харука, убил никто иной, как Мицуки. Он был слишком потрясен, чтобы ответить, и наконец понял, почему Мицуки вела себя странно, когда он рассказал ей о приказе Лоя. Поговорив с Лизой, он идет в комнату Айрис, где она радостно встречает его и показывает мониторы с информацией о предстоящей битве. Но он не обращает внимания на ее слова и разглядывает ее наряд. Наконец он приходит в себя и просит ее переодеться, но она не слушает и просит его сесть рядом. Она прижимается к нему как пиявка и начинает рассказывать о своих страхах перед следующей оценкой. Он успокаивает ее, и она решает отблагодарить его, приподняв халат. Он явно не заинтересован в ней и не дает ей сделать что-то неподобающее, пока она не опозорилась еще больше. Позже ночью она просит его охранять ее, пока она спит, утверждая, что это может быть ее последняя ночь. Сначала он сопротивляется, но в конце концов поддается ее эмоциональному шантажу, садится на край кровати и разговаривает с ней. После нескольких часов бессмысленной болтовни она благодарит его за помощь и засыпает. Он сидит рядом и вспоминает, какой Мицуки была в детстве, такой же невинной, как Айрис. Но его мысли прерываются, когда Айрис будит его и сообщает, что дракон наконец-то прилетел. Белый левиафан был огромным и свирепым. Харука и остальные с нетерпением ждали, пока он прорвется через первую линию обороны и направится к институту. Девушки вооружились и приготовились встретить его лицом к лицу. Она приказывает им не начинать атаку, а подождать, пока дракон приблизится. Они занимают позиции, как только Харука дает команду, начинают стрелять. Она предупреждает их, что дракон обладает силой отталкивания и может отразить практически любую атаку. Лиза придумывает стратегию и говорит девочкам, чтобы они были готовы и не давали дракону возможности отразить их атаки.
атаки. Девочки окружают дракона и одновременно нападают на него, вызывая мощный взрыв. Тем временем Айрис чувствует эмоции дракона и громко кричит, чтобы все отошли от него, потому что он в ярости. Девочки, конечно, не слышат ее и продолжают атаковать. К их удивлению, когда дым рассеивается, они видят, что дракон не пострадал. Он поднимается из воды и наносит ответный удар с такой силой, что девочек отбрасывает в сторону. Удар приводит к поломке мониторов, и Харука проводит экстренное совещание с вами и Айрис, чтобы обсудить ситуацию. Он просит Айрис закрыть уши, пока они разговаривают, потому что не хочет пострадать, если она вдруг превратится в дракона, как это случилось 2 года назад с ее сестрой Мияко. Гермика объясняет, что дракон вот-вот прорвет их последнюю линию обороны и войдет в институт. Он спрашивает, позволит ли она Айрис умереть, как это случилось с ее сестрой 2 года назад. Она грустно отвечает, что это лучше, чем позволить девочкам самим нести это бремя, и что в худшем случае будет лучше, если она последует плану НФЛ. Он соглашается и спрашивает, где находится путь проникновения, обещая, что защитит Айрис, как и обещал. После того, как они заканчивают разговор, он нежно гладит Айрис по голове, давая понять, что они могут идти. Когда они уходят, у него вдруг всплывают воспоминания 3-летней давности, но он отгоняет их и продолжает идти. Айрис с грустью спрашивает, не собирается ли НФЛ убить ее, на что он отвечает, что скорее всего они уже в пути, но он не позволит им добраться до нее. Это успокаивает ее, и она берет его за руку, спрашивая, может ли она остаться с ним, и он соглашается. Когда они выходят за пределы академии, он просит ее подождать и достает пистолет, используя темную материю. Она сомневается и спрашивает, сработает ли это, ведь у его противников настоящие пистолеты. Внезапно раздается стрельба, и он прячется за деревьями, готовясь к бою, а Айрис остается на месте, как он и велел. Когда он расправляется с нападавшими, она подбегает к нему, услышав выстрелы, и спрашивает, все ли с ним в порядке. Он трется головой о ее руку, как щенок, и уверяет, что с ним все хорошо. Она сияет от счастья, но вдруг видит, что один из нападавших поднимается и собирается напасть на них. Она быстро встает между ними и использует свои способности, чтобы уложить его на землю. Затем она быстро извиняется за то, что использовала свои способности, объясняя, что не могла смотреть, как он страдает, и действовала импульсивно. Он говорит ей, что пока ни о чем беспокоиться и что им нужно поскорее уйти отсюда. Затем он ведет ее к краю обрыва, говоря, что если дракон прорвет последнюю линию обороны, они нападут на него отсюда. Пока они разрабатывают план, внезапно перед ними появляется Мицуки и говорит, что это бесполезно, потому что враг уже приближается к 3-й линии обороны, и требует, чтобы он отдал ей Айрис. Он отказывается, говоря, что не может позволить ей убить Айрис, и что он понимает, какую боль она испытала 2 года назад, когда ей пришлось убить одноклассницу, превратившуюся в дракона. Она говорит ему, что тоже не может этого допустить, и настаивает на том, что раз уж ее руки запятнаны, то лучше пусть она возьмется за это. Они спорят, кто убьет Айрис, а бедная глупая девочка просто стоит рядом. Когда они понимают, что не могут договориться, то решают сразиться, несмотря на протесты Айрис. В самый разгар спора он вдруг замечает, что у Мицуки видны трусики, и это застает ее врасплох. Он бьет ее по голове, объявляя себя победителем и напоминая ей об игре, в которую они играли в детстве. Он говорит ей, что спорить бесполезно и что они должны выкладываться по полной до самого конца. Потом они встречают девочек, и Лиза ругает его за то, что он привел сюда Айрис. Он говорит им, что лучший способ победить дракона – это заставить его сражаться с Айрис. Она сомневается, что это возможно, потому что, чтобы она не материализовала с помощью своих сил, это просто взрывается. Он объясняет, что это именно то, что им нужно, и что она должна нанести урон, материализовав взрывчатку рядом с драконом. Она признается, что не очень уверена в себе, но он напоминает ей о том, как она спасла его, и уверяет, что она справится. Пока они разговаривают, дракон приближается, и метка Айрис начинает светиться. Она говорит всем, что дракон плачет и хочет ее. Лиса уговаривает ее спуститься под землю, но она отказывается и призывает свою силу, говоря, что сделает так, как ты сказал. Когда она материализует свой посох, он спрашивает, может ли она стрелять оттуда, и она отвечает, что сделает все возможное и занимает позицию. Когда дракон приближается, она выпускает взрыв, и девочки взлетают в воздух, чтобы продолжить атаку, целясь в панцирь дракона, а Айрис продолжает стрелять в него взрывчаткой. Но их усилия тщетны, и дракон прорывается через 3-ю линию обороны и делает шаг вперед. Айрис не сдается и продолжает атаковать, обещая, что не позволит дракону забрать ее, как он забрал ее родителей. Ю вспоминает, что она похожа на Мицуки, которая тоже отказалась сдаваться 3 года назад, и тогда он услышал странный голос, который представился как старейший дракон. Он предложил ему силу в обмен на воспоминания и полное уничтожение других драконов. Сейчас он встает на защиту Айрис, пока Мицуки готовится убить ее. Он просит Айрис одолжить ему свою силу и призывает силу дракона, которую получил 3 года назад. Голос напоминает ему о цене, его воспоминаниях, но он принимает контракт и использует силу. Он материализует гигантское чудовищное оружие, которое атакует дракона. Увидев это, Мицуки тоже начинает атаковать дракона, и им наконец удается победить его, и метка Айрис возвращается в нормальное состояние. Она благодарит его за то, что он защитил ее, и он неловко улыбается, прежде чем упасть на землю. Позже он созванивается с майором Локи,
который поздравляет его и просит продолжать сотрудничество. После этого он один идет на пляж, чтобы поговорить с Айрис. Она спрашивает, все ли с ним в порядке, и он уверяет ее, что да. На следующий день Ю просыпается от крика и, выбежав из комнаты, как сумасшедший петух, проверяет Мицуки, которая уверяет его, что все в порядке. Они идут гулять, и она обвиняет его в том, что он в последнее время странно себя ведет. Он смотрит на свой драконий гребень, гадая, не заметила ли она чего-нибудь, или, может быть, это просто семейные разборки. Но когда он, наконец, собирается отдохнуть, из ниоткуда появляется Лиза и приветствует его, что само по себе шокирует, потому что это мило, а она не из тех, кто так делает. Естественно, он говорит ей об этом, и она тут же краснеет, пытаясь это скрыть, утверждая, что просто проходила мимо. Но ее подруга радостно выдает ее, говоря, что Лиза активно его искала. Она игнорирует его замечания и говорит, что готова признать его существование в этой академии как простого ученика, а затем уходит. Его не беспокоит, что эта стерва ушла, и он ищет глазами Айрис, которая неловко прикрывается на ступеньках. Он спрашивает, что случилось, и она смущенно отвечает, что забыла надеть трусики. Кто вообще такое забывает? Наверное, она просто хотела привлечь внимание. Он просит ее пойти в общежитие и переодеться, но звенит звонок, и Айрис начинает свой путь позора. На уроке Харука объявляет, что для всех будет обязательный медосмотр, и Айрис, конечно, в восторге от того, что на ней нет трусиков. Ю поднимает руку, чтобы спросить, что это значит для него, единственного парня в классе. Харука самодовольно сообщает ему, что он будет проходить осмотр у самой директрисы, и он задается вопросом, чем он заслужил эту сомнительную честь. Когда он заходит в кабинет, чтобы встретиться с директрисой, он потрясен, увидев, что она выглядит как маленькая девочка Шарлотта. Она представляется и представляет свою помощницу Мику, которая почему-то одета в костюм горничной. Затем она вскакивает со своего места, как сумасшедший акробат, и оказывается перед ним, говоря, что не позволит ему показывать свое тело невинным девочкам. И не хочет, чтобы они возбуждались. Она предупреждает его, чтобы он не приставал ни к одной из девочек, включая персонал, потому что они все входят в ее гарем. Он удивляется, что с ней не так, но все равно слушает. Когда он отвечает, она говорит, что не интересуется мужчинами, и хватает его за руку, чтобы начать осмотр, который быстро превращается в хаос. Когда она замечает его драконий гребень и облизывает его, как пересохшая саламандра, нашедшая оазис. Когда она заканчивает, она говорит, что весь осмотр был уловкой, чтобы проверить драконьи гребни учеников, потому что красный дракон Базилиск покинул свое логово в пустыне Сахара. И она должна была убедиться, что ни у кого из учеников не изменился знак на гребне. Затем она просит его подойти поближе и предлагает пойти посмотреть на девочек, потому что на них почти ничего нет. Он смотрит на нее с недоверием, гадая, какая она извращенка, но, к счастью, ее помощница Мика поднимает ее и не дает ей сделать такую глупость. Позже в актовом зале Мицуки объявляет результаты экзамена, говоря, что у всех учеников показатели в норме, и добавляет, что НФЛ обыскала города, расположенные на пути Василиска, и нашла 2 девушек. Она представляет их всем и говорит, что теперь они под их защитой. У одной из девушек по имени Тир розовые волосы, и Василиск охотится именно за ней. Все замечают у нее на лбу маленькие рожки и удивляются, как она получила такие силы в таком юном возрасте. Мицуки уверяет всех, что это просто дополнительные способности, которые появились из-за темной материи, и что она такая же, как и все остальные. Тир перебивает ее и говорит, что она не человек, а дракон. Мицуки пытается убедить ее, что она человек, но Тир начинает кричать во весь голос, что она дракон. Затем она материализует свою темную материю и атакует всех молниями, и на стадионе начинается хаос. Все в панике разбегаются. Ю встает со своего места и подходит к Тир, чтобы успокоить ее. Как только она видит его, она сразу же бросается к нему, как будто они давно знакомы, и говорит, что хочет стать невестой дракона и выйти за него замуж. Он не понимает, во что ввязался, и ведет ее на осмотр. Он познакомился с ней во время одной из миссий НФЛ и говорит персоналу, что несколько лет назад семья Тари была похищена мафией, и ее заставили делать для них драгоценные камни. Мицуки спрашивает, почему он не обеспечил ей защиту, когда узнал, что она работает на НФЛ, на что он отвечает, что она была очень напугана и хотела увидеться с родителями. Гермка говорит, что это нормально, и что Тару примут в тот же класс, что и их, и что его обязанность научить ее основам и правилам института. Затем она говорит, что они должны следить, чтобы она не причинила никакого вреда, иначе НФЛ не оставит это без внимания. Когда встреча заканчивается, Тара встает и снова обнимает его. Мицуки говорит ей, чтобы она говорила тише и не создавала проблем. Шигри говорит, что ей нужно подружиться со своей невесткой и бла-бла-бла. Когда они идут в класс, Айрис готовится тепло поприветствовать Тира, но он просто игнорирует ее и спрашивает, где ее место. Затем она садится к нему на колени, и когда Лиза пытается пересадить ее на свое место, она отказывается, говоря, что не хочет ни с кем общаться. После занятий Тара идет с тобой за руку, к зависти Айрис. Он говорит ей не быть слишком ласковой,
потому что они еще не женаты, и ведет ее на пляж. Она спрашивает, нравится ли она ему, и обнимает его. Айрис, которая тихо шла за ними, расстраивается, что ты всегда занят Тарой и не проводишь время с ней. Позже в академии она предлагает помочь с уроком Тары, чтобы провести время с тобой, и Мицуки неохотно соглашается, говоря, что это только на сегодня. Ты спрашиваешь ее, хорошая ли эта идея, и она говорит, что лучше, если Тай привыкнет к мысли, что у него будут одноклассники. Когда они заходят в его комнату, Тара сразу же просит Айрис выйти и не мешать им, говоря какую-то ерунду о том, что они молодожены и у них первая брачная ночь. Он просто стоит и не может осознать абсурдность ситуации, а Айрис начинает кричать, и Мицуки угрожает убить всех, если они не замолчат. Через некоторое время Айрис подходит к Таю и предлагает помочь с заданием, но он уже все сделал и отдал его Мицуки. Она проверяет задание и говорит, что Тай все сделал правильно, отчего Айрис подпрыгивает от радости и говорит, что в качестве награды хочет, чтобы они вместе приняли ванну. От одной этой мысли ему становится противно, и он думает, не спрятаться ли ему в ближайшей пещере, чтобы избавиться от этой заразы по имени Тай. Вечером он спрашивает Мицуки, почему Тай так настаивает на том, чтобы быть драконом. Она объясняет, что Тай выросла в окружении помешанных на драконах сектантов, и это, естественно, заставило ее думать, что она сама дракон. Ты все еще помнишь прошлые миссии, связанные с этой сектой, и мысленно отмечаешь, что нужно быть осторожнее с иллюзиями Тая. На следующее утро ты просишь Тая пообщаться со всеми, а не только с ними. Она говорит, что не хочет, потому что среди них могут быть плохие люди. Ты говоришь ей, что она может доверять своим одноклассникам и что они все как одна большая семья. Она застенчиво подходит поздороваться с классом, и все удивленно смотрят на нее. Но вскоре все подходят поздороваться с ней и даже дарят подарки. Вот так просто она начинает ладить со всеми. На следующий день в классе Таре рассказывают, как все Ди формировали свою темную материю, чтобы создать уникальное оружие. И она взволнованно объявляет о своем намерении попробовать это самой. Затем она с большим энтузиазмом начинает собирать темную материю, но по мере того, как она это делает, она начинает слышать странные и тревожные голоса мысленно, она постоянно называла ее драконом. Тир, не подозревая об энергии, которую она генерирует, случайно создает мощный циклон темной материи, который начинает кружиться вокруг нее. Внезапно перед ней начинают возникать воспоминания о том времени, когда она была ребенком, и она видит себя счастливо играющей со своей матерью. Это приятное воспоминание, но недолговечное, поскольку оно внезапно сменяется образом ее, стоящей посреди огненного ада. Она беспомощно наблюдает, как пламя поглощает все вокруг нее, включая ее мать. И образ ее родителей внезапно разбивается вдребезги, как стекло, оставляя ее одну и рыдающую в отчаянии. Посреди ее страданий появляется фигура в капюшоне, которая говорит с ней холодным тоном и говорит ей не горевать, настаивая на том, что ничего из того, что она делает, не имеет значения. Воспоминания реальны. Манипулируя ее хрупкими эмоциями, фигура убеждает Тир забыть свое прошлое и признать, что она на самом деле дракон. Вернувшись в настоящее, она видит слезы, плавающие в сфере ее собственной темной материи, окруженные ее зловещей энергией. Она заявляет, что она дракон, и внезапно превращается в него, используя свою темную материю. Ее тело излучает мощную энергию, и из ее тела вырываются случайные разряды молнии, которые едва не задевают Лизу. К счастью, Юй подскакивает в последний момент и оттаскивает ее в безопасное место. Когда они переводят дыхание, она спрашивает его, действительно ли дракон, которого они видят перед собой, это Тир. Ю подтверждает это, объясняя, что Тай использовала свою темную материю не для создания оружия, как остальные, а для материализации дракона, полностью погрузившись в свои иллюзии. Кажется, Тай искренне верит, что она дракон, и это делает ее невероятно опасной в ее нынешнем состоянии. Она, не обращая внимания на их разговор, выпускает еще одну молнию. Лисса, полная решимости помочь, материализует свое оружие, мощное копье, и прыгает в воздух, чтобы сразиться с ней. Она выпускает концентрированный энергетический луч в крылья дракона, и хотя атака достигает цели, Тай почти не реагирует на нее. Не желая сдаваться, она продолжает атаковать, нанося серию ударов и одновременно умоляя Тай вернуться в реальность. Последней мощной атакой ей удается пробить драконью форму Тай, и Тай исчезает. Она падает с неба без сознания, и Ю успевает подхватить ее и отнести в лазарет, чтобы ей оказали помощь. Убедившись, что Тир отдыхает в лазарете, он собирается уходить, но случайно заходит в другую комнату, где встречает другую новенькую Тачи. Она выглядит смущенной и признается, что недавно устроила небольшой взрыв, слегка поранившись при этом. Когда он спрашивает, нужна ли ей помощь, она нерешительно просит его поправить лямку на ее платье, и пока он это делает, он замечает синяк на ее руке. Он обрабатывает рану, пока они разговаривают, и она рассказывает о своем прошлом, объясняя, что любовь ее матери к путешествиям привела их в город Василисков. У нее нет ни отца, ни других родственников, поэтому она всегда путешествует с матерью. Услышав это, он предлагает помочь ей освоиться в школе и уверяет, что она может рассчитывать на него, если ей что-то понадобится. Когда он возвращается в класс, ему звонит майор Локи и сообщает о тревожных событиях. Культ, поклоняющийся драконам, начал действовать с целью похитить Тир из Академии. Он предупреждает, что хотя у Мегера сильная защита, попытки проникновения культа, скорее всего, будут продолжаться. А лидер культа — опасная дева, которая противостоит Ниф и выдает себя за Кайли, ту самую фигуру в черном капюшоне, которую описывал Тейр.
Когда звонок заканчивается, к нему сразу же подходит Тир, подбегает к нему как ребенок и с тревогой спрашивает, почему она проснулась одна. Ю успокаивает ее и ведет на пляж, чтобы серьезно поговорить. Он мягко спрашивает, не начала ли она больше любить всех в школе, чем раньше, и она нерешительно признается, что да. Затем он рассказывает о том, как она чуть не навредила Лизе, считая себя драконом, и она тихо слушает, чувствуя стыд. Он советует ей извиниться перед всеми и напоминает, что она не дракон, а добрая и милая человеческая девочка. Однако Тир с трудом верит его словам, и вокруг нее снова начинает клубиться темная материя, но на этот раз он твердо говорит ей, что если она решит жить как дракон, то он не сможет остаться с ней. Его слова заставляют Тир замолчать, и после минутного колебания она кивает и отпускает свою веру. Затем она рассказывает о своем трагическом прошлом, о том, что ее родители были добрыми людьми, которых трагически сожгли заживо, и тогда она встретила Кайли. Пока она рассказывает, болезненные воспоминания всплывают в памяти, и она не может сдержать слез. Он благодарит ее за то, что она доверилась ему, и крепко обнимает. Позже тем же вечером Тайр присоединяется к другим девушкам, которые тепло приветствуют ее, и она извиняется перед ними за то, что причинила им неприятности. Но они уверяют ее, что все это в прошлом. Лиза крепко обнимает ее и шутливо ругает, напоминая, что больше такого не должно повториться. Вечером он возвращается в свою комнату и начинает изучать данные о Кайли. Он узнает, что 3 года назад она стала лидером секты, поклоняющейся драконам, и с тех пор участвовала более чем в 300 террористических атаках. Известная своей способностью материализовывать огонь, она сама решила стать драконом. Внезапно по всей Академии раздается сигнал тревоги, предупреждающий о появлении дракона уровня А, синего дракона, проникшего в Академию. Это вызывает страх и смятение, но вы, не теряя времени, присоединяетесь к Мицуки, чтобы оценить ситуацию. Вместе они спешат на смотровую площадку, где видят огромного дракона, зловеще нависшего над Академией. Его размеры и угрожающий вид вызывают у всех мурашки по коже. Гермука быстро проверяет защитные системы на наличие неисправностей, но, к ее удивлению, не находит никаких признаков взлома, что ставит группу в тупик. Они понимают, что это необычное вторжение, и дракон, должно быть, был вызван или управлялся какой-то внешней силой. Шарлотта выходит вперед и сразу же начинает раздавать приказы, требуя, чтобы все, кто не участвует в сражении, оставались спокойными и эвакуировались в безопасные зоны за пределами Академии. Тем временем Харука предполагает, что внезапное появление дракона может быть связано с Тиром, чей цвет чешуи недавно изменился, и что она может стать его целью. Лиза присоединяется к группе и вслух задается вопросом, как такое огромное существо могло остаться незамеченным. Это только сильнее пугает Тир, и она начинает дрожать и крепко цепляется за тебя. Лиза опускается на колени рядом с ней, пытаясь успокоить и подбодрить. Она нежно гладит ее по волосам, обещая, что все будут защищать ее, чего бы это ни стоило. Мицуки, оценив ситуацию, приказывает Лизе охранять Тир, но бедняжка вцепляется в тебя, как будто от этого зависит ее жизнь, и отказывается отпускать. Тебе приходится приложить все усилия, чтобы мягко отстраниться от нее и попросить довериться Лизе. С тяжелым сердцем ты обещаешь Тир, что скоро вернешься, и просишь ее быть сильной. Пока Мицуки собирает оставшихся членов их группы, включая Айрис, она приказывает им занять стратегически выгодные позиции на крыше, чтобы сразиться с драконом лицом к лицу. Группа готовится к жестокой битве, и пока они готовятся, они замечают кое-что необычное. Дракон не приближается, а стоит на месте. Группа обсуждает, что делать дальше, и Харука говорит, что нужно быть осторожными, объясняя, что этот дракон уникален, потому что он бессмертен благодаря своей способности восстанавливаться после любых повреждений. Она рассказывает ужасающую историю о том, как в прошлом даже самое мощное оружие, включая взрывные бомбы, не смогло уничтожить его навсегда. Она советует группе сосредоточиться на минимизации потерь и укреплении обороны, а не пытаться сразу победить дракона, потому что это может быть невозможно. Он стоит в стороне от группы, размышляя о силе, которая в нем заключена, и вспоминает о разрушительном контракте, который заключил много лет назад. Этот договор дал ему огромную силу, но за это пришлось заплатить высокую цену. Повернувшись к Мицуки, он спрашивает, зачем она привела его сюда, чтобы он снова использовал эту силу, как 3 года назад. Она колеблется, но признает, что это правда, и говорит, что его сила может быть ее единственной надеждой. Однако она говорит, что это крайняя мера, потому что его неконтролируемое использование силы привело к масштабным разрушениям в прошлом. Решив любой ценой защитить Тира в Академии, он крепче сжимает оружие и готовится к предстоящей битве. Тем временем Тир отчаянно цепляется за Лизу, дрожа как маленький испуганный зверек. Лиза остается спокойной и уверяет ее, что ты и остальные справитесь с драконом. Тир смотрит на нее заплаканными глазами и нервно спрашивает, победят ли они. Лиза улыбается и нежно кладет руку ей на плечо, чтобы успокоить ее и вселить в нее веру в твою силу. Она игриво называет его ангелом-хранителем Тира и грустно улыбается. Их хрупкое спокойствие нарушается, когда дверь в комнату вспыхивает пламенем, и в хаосе появляется темная фигура. Кайли, одетая в черное, снимает капюшон и устремляет холодный взгляд на Лизу. Она требует, чтобы Лиза немедленно отдала ей девочку, но Лиза отказывается, вставая перед Тиром и выхватывая копье.
Губы Кайли изгибаются в зловещей улыбке, когда она щелкает пальцами, вызывая мощный взрыв, который разбрасывает девочек по комнате. Лиза с трудом поднимается на ноги, ее решимость не ослабевает, несмотря на раны. Встав между Кайлом и Тир, она выпускает энергетический луч из своего копья, целясь прямо в Кайла. К ее ужасу атака не приносит результата, и Кайл без труда отражает ее, отбросив Тир волной огня. Когда Тир с угрожающим видом приближается к нему, сжимая в руке огненный шар, Лиза пытается подняться, но несмотря на свои раны, хватает Тир за руку и пытается увести ее в безопасное место. Они забегают в ближайшую комнату, где Тир дрожащими руками пытается перевязать раны Лизы. Но их короткий отдых заканчивается, когда Кайл врывается в комнату. Он снова требует, чтобы Тир отдала ему ребенка, и в его голосе слышится смесь нетерпения и триумфа. Лиза, едва держась на ногах, собирает последние силы, чтобы снова атаковать, но Кайл легко побеждает ее, схватив за волосы и отшвырнув в сторону, как тряпичную куклу. Тир бросается к Лизе, по ее лицу текут слезы, но Кайл утаскивает ее прочь. Лиза, несмотря на то, что у нее все плывет перед глазами, отказывается сдаваться и готовится к новой атаке, но Кайл обрушивает на нее еще одну волну огненной энергии. И на этот раз Лиза уже не поднимается. Услышав шум, ты бросаешься туда и вдруг вспоминаешь предупреждение майора Локи о планах культа дракона вернуть Тир и понимаешь, что они попали в ловушку. Ты требуешь, чтобы Кайли отпустила Тир, но она насмехается над тобой, называя тебя единственным мужчиной, который не может ничего сделать. Ты в ярости стреляешь в нее, но Кайли одним движением расплавляет твой пистолет, и ты на мгновение замираешь. Затем она поворачивается к Тир и угрожает ей, если та не подчинится, и использует свою силу, чтобы окутать тебя пламенем. Тир в ужасе наблюдает за происходящим и вспоминает, как потерял родителей, и его охватывает паника. Она умоляет Кайли остановиться и соглашается стать невестой дракона, чтобы спасти тебя. Она просит его не верить лжи Кайли, напоминая, что он нашел с ней и остальными поддержку и любовь. Ее подруга улыбается и поддерживает ее. С новыми силами она заявляет, что она человек, и отказывается идти с Кайли. Кайли, взбешенная ее неповиновением, нападает на нее, но ты, призвав свою магию, отбиваешь атаку и отталкиваешь Кайли. Она сразу понимает, что твоя сила похожа на силу белого левиафана, и предупреждает, что за неповиновение будут последствия. Земля внезапно содрогается, и Кайли говорит, что сдерживала дракона, чтобы он не разрушил Академию. Но теперь она хочет обрушить на Академию всю его ярость в наказание за неповиновение. Ты спрашиваешь, что она за существо, и она с пугающим спокойствием отвечает, что она дракон. Ее слова повисают в воздухе словно тень, и она с холодной улыбкой прощается с тобой. В одно мгновение она исчезает в яркой радужной вспышке, а дракон нависает над Академией. Мицуки отчаянно пытается связаться с директором, но сеть не отвечает, и она начинает паниковать. Девочки собираются вместе, чтобы обсудить следующий шаг, и беспокоится, что Лизы, Ю и Тира нигде нет. Тем временем Ю, неся на спине Лису, бежит по территории Академии, избегая обломков и хаоса. Он тяжело дышит, прерывисто хватая ртом воздух, когда ему наконец удается связаться с Мицуки и спросить, что делать. После напряженной паузы она говорит ему, чтобы он взял свое антидраконье снаряжение, и сообщает, что они собираются выманить дракона из Академии. Одна из девушек, сомневаясь в успехе, высказывает опасение, что их план не сработает. Ведь ни огонь, ни лазеры не причинили дракону никакого вреда. Мицуки внезапно предлагает новую идею – создать мощный порыв ветра, чтобы столкнуть дракона в воду, а когда он окажется под водой, атаковать его по-крупному. После недолгого раздумья девушки соглашаются и готовятся к бою. Ты оглядываешься на Тира и обещаешь присоединиться к ним, как только убедишься, что она в безопасности, но Тир неожиданно слезает с его спины и заявляет, что больше не будет убегать. Айрис, встревоженная ее внезапным решением, предупреждает ее, что это опасно и что дракон может специально напасть на нее. Слезы текут по ее щекам, но она твердо стоит на своем. Она говорит, что должна помочь и не может больше полагаться на них. Ю, восхищаясь ее храбростью, спокойно спрашивает, что будет, если она потеряет контроль, как это было раньше. Тир смотрит ему в глаза и уверяет, что этого больше не повторится, потому что она больше не дракон, а человек и будет сражаться как человек. В ее голосе звучит решимость, и он видит это в ее глазах. Пока дракон приближается, группа готовится к бою, и девушки достают оружие, чтобы атаковать его в живот. Их атака замедляет продвижение дракона, но он отвечает яростными ударами, и от его мощных движений земля под ногами содрогается. Вам с Тир едва удается избежать гибели благодаря совместным усилиям девушки, которая на мгновение выводит дракона из равновесия. Оправившись с пугающей скоростью, дракон бросается на Тир,
его огромные челюсти щелкают в опасной близости, и девушки быстро перестраиваются, чтобы защитить ее любой ценой. Тир, призвав свою внутреннюю силу, создает пару эфирных крыльев, их светящиеся края мерцают в тусклом свете. Она грациозно взлетает в воздух, посылая вниз на дракона электрические разряды, которые оставляют в воздухе светящиеся следы. Существо корчится от боли, но Ю предупреждает, что их цель не в том, чтобы вывести его из строя, а в том, чтобы прогнать его в море. Пока идет битва, он вспоминает свою предыдущую встречу с этим же драконом 3 года назад и контракт, который он заключил. Применив свою способность к антигравитации, он прицеливается и стреляет в дракона усиленной пулей, создавая мощное отталкивающее поле, которое подбрасывает зверя вверх. Он зовет Тир и говорит, что ему нужна ее сила, чтобы они могли покончить с этим раз и навсегда. Она колеблется, но потом кивает, решительно берет его за руку, и их окутывает волна энергии. Он использует пульсирующую силу, которая подбрасывает его в воздух и создает огромную пушку из темной материи. Пока девушки атакуют, он стреляет из пушки, и их объединенная сила сбивает дракона в воду. Не теряя ни секунды, он стреляет еще раз, создавая мощную ударную волну, которая отбрасывает дракона подальше от Академии. Когда пыль оседает, наступает тревожная тишина, в воздухе повисает напряжение после битвы. Группа стоит неподвижно, тяжело дыша, а Мицуки проверяет радар. Спустя, кажется, целую вечность она подтверждает, что признаков регенерации нет и дракон повержен. Эта новость вызывает волну облегчения, и девушки начинают радостно кричать, празднуя свою нелегкую победу. Тем временем Шарлотта приходит в себя под грудой обломков, кашляет и стонет, оглядывая разрушенную комнату. «Чертов дракон!» – бормочет она себе под нос, с яростной решимостью в глазах обещая отомстить. Ее помощница Мека выбирается из-под обломков, пытаясь успокоить ее, но Шарлотта едва сдерживает свой гнев. Харука выходит из подземного убежища вместе с беженцами. Медленно, но верно жизнь в Академии возвращается в привычное русло, хотя воспоминания о битве еще свежи. На следующий день Ю и Тайра навещают Лизу в лазарете и видят, что она тяжело ранена. Она неподвижно лежит, ее тело изранено, но дух не сломлен. Тайра бросается к ней со слезами на глазах и благодарит Лизу за то, что она защитила ее, и сжимает ее руки, словно пытаясь удержать ее силу. Лиза слабо улыбается, ее голос тихий, но теплый, и она говорит, что погладила бы ее по голове, если бы могла двигаться. Она тихо смеется, несмотря на боль. Они обмениваются словами благодарности и утешения и становятся ближе, чем раньше, а ты тихо уходишь, чувствуя себя третьим лишним. Позже Харука и Мицуки сидят вместе и обсуждают битву. Мицуки выглядит задумчивой и признается, что все могло закончиться гораздо хуже. Германка, как всегда, прагматична и предупреждает, что Василиск все еще где-то рядом, и это серьезная угроза, которую нельзя игнорировать. «Нам нужно подготовиться», — решительно говорит она. «Это только начало, и они не могут позволить себе снова оказаться застигнутыми врасплох. Тем временем ты обсуждаешь с Айрис потерю своей комнаты и бесстыдно предлагаешь ей разделить с тобой ее комнату, к большому смущению Айрис. Тир раздражен этим возмутительным предложением и предлагает тебе пожениться, чтобы он мог остаться в ее комнате. Он краснеет и протестует, но она смело целует его в щеку и объявляет об их помолвке, заставляя всех ошеломленно уставиться на них. Айрис пытается сделать то же самое, но у нее наворачиваются слезы. И, к счастью, все заканчивается, когда появляется Мицуки и дает тебе комнату рядом с ее комнатой в общежитии, приказывая тебе молчать. Ее тон не оставляет места для споров. Вечером, когда она работает за ноутбуком, ты подходишь к ней, но она едва поднимает глаза и продолжает писать отчет о битве. Вдруг она с беспокойством говорит тебе, что дракон появился здесь сразу после того, как исчез из Сибири, и ты предполагаешь, что он мог переместиться туда. Она просто признает, что не знает, и возвращается к работе. Через мгновение она спрашивает тебя о том, как ты смог отразить атаку Василиска во время битвы. Ты пытаешься сменить тему, но она не верит тебе и обвиняет тебя в том, что ты что-то скрываешь от нее. Он погружается в свои мысли, прислушиваясь к внутреннему голосу, который неустанно требует разрушения в обмен на силу и воспоминания, которыми он пожертвовал, чтобы обрести эту силу. Решив не делиться своим бременем, он снова меняет тему. Они начинают говорить о пустяках, и в итоге разговор заходит о том, как он целовал ее, когда она была маленькой. На следующий день все постепенно возвращается на круги своя. Лиса и ты сидите в столовой и наслаждаетесь обеденным перерывом. Они болтают, смеются и подшучивают друг над другом, кто больше ест сладкого. Лиса с игривой ухмылкой замечает, что у Тира, похоже, неутолимая тяга к сладкому. Тир, не привыкший отступать, в ответ подшучивает над тобой, говоря, что ты ешь десерты гораздо чаще, чем она. Их шутливая перепалка продолжается, и обе девушки обвиняют друг друга в том, что они больше всех
любят сладкое. Как раз в тот момент, когда их спор достигает пика, входит Айрис и, улыбаясь, решает присоединиться к разговору. Не теряя ни секунды, она садится за их столик и небрежно кладет кусочек сахара в свой кофе, замечая, что тебе нужно что-нибудь сладкое, чтобы поддерживать энергию до поздней ночи. Он уже немного устал от внимания и смотрит на нее, размышляя вслух, не приведет ли все это баловство к тому, что у него будет диабет. Как по команде, Тари тут же повторяет за ней и добавляет еще один кусочек сахара в свой кофе, заставляя его театрально вздохнуть и опустить плечи, изображая поражение. Лиса, как всегда, с мягким укором говорит им обоим, чтобы они перестали суетиться вокруг него и дали ему насладиться кофе и покоем. В редкий момент искренности ты благодаришь ее за то, что она заступилась за тебя, и неожиданно говоришь, что она потрясающая во всех отношениях. У Лизы слегка краснеют щеки, и она чуть не выплевывает свой кофе от удивления, услышав комплимент, но быстро берет себя в руки, бормоча, что не стоит так легко разбрасываться комплиментами, и все смеются. Позже, во время урока, Харука с серьезным видом встает перед классом и делает важное объявление. Они получили тревожные сообщения из Нифльхейма, что Василиск, очень опасный дракон, покинул свое логово в пустыне Сахара и направляется через океан. Новость вызывает панику среди учеников, и в классе поднимается обеспокоенный гул, но Харука невозмутимо показывает им спутниковые снимки океана, покрытые странной белой коркой. Она объясняет, что Василиск испускает мощные красные лучи из своих глаз, и все, на что он нацелится, мгновенно превращается в камень, пепел или соль. Ученики замолкают, осознавая серьезность ситуации, и когда она говорит, что Василиск направляется прямо к Академии, скорее всего привлеченный слезами, они затихают. Она предупреждает, что один взгляд дракона может стать для них последним. Затем она рассказывает о плане Академии по борьбе с угрозой и объясняет, что студентов перевезут на ближайший необитаемый остров, где они заманят Василиска и уничтожат и остров, и дракона одним решительным ударом. Ученики внимательно слушают, и их решимость очевидна, несмотря на серьезность ситуации. Вечером ты и Айрис решаете прогуляться, чтобы отвлечься от надвигающейся беды. Он замечает задумчивое выражение лица Айрис и спрашивает, все ли с ней в порядке. Она тепло улыбается и уверяет его, что с ней все будет хорошо, но признается, что предстоящая битва вызывает у нее легкое беспокойство. Он хвалит ее за непоколебимую решимость, и она улыбается еще ярче, говоря, что хочет стать человеком, на которого он сможет положиться. В ее голосе звучит решимость и искренность. Он тронут ее словами и молча восхищается ее внутренней силой и стойкостью. На следующий день подготовка к переезду на остров идет полным ходом. Все суетятся и торопятся, собирая припасы и оборудование. Но эксцентричная директор Шарлотта, несмотря на суету, заметно расстроена и драматично жалуется, что ее любимые ученики, особенно девочки, уезжают без нее. Ее жалобы не вызывают особого внимания. Все сосредоточены на задаче, понимая, что им предстоит опасная миссия. На уроке Хирука рассказывает о стратегии миссии и заверяет учеников, что к ним присоединятся дополнительные силы, когда придет время. Он представляет Таи нового рекрута, который занял второе место в недавнем отборе, и говорит классу, что она будет важной частью их команды. Позже вы с Айрис встречаетесь с Таи, обсуждаете тактику, и между вами тремя быстро возникает чувство товарищества, и вы договариваетесь тесно сотрудничать во время миссии. Тем временем другие девушки вместе с Тайрой решают сделать небольшой перерыв и повеселиться перед битвой, ведь они знают, что это может быть их последней возможностью провести время вместе. Проходя по Академии, ты натыкаешься на двух девушек, которые, кажется, без устали работают за компьютерами. Их бледные лица и вялые движения говорят о том, что они плохо себя чувствуют из-за стресса перед предстоящей миссией. Ты подходишь к ним, но они отмахиваются от тебя, говоря, что с ними все в порядке. Ты замечаешь, что рядом лежит книга, и с усмешкой поднимаешь ее, подшучивая над тем, что работа на корабле может усилить их морскую болезнь. Девушки стонут в унисон, но твое беззаботное подшучивание немного поднимает им настроение. Ты идешь дальше и слышишь, как Лиза и Мицуки ссорятся, и останавливаешься, раздумывая, стоит ли вмешиваться, но тут тебя оттаскивает в сторону какая-то девушка и просит спрятаться и послушать. Появляется Лиза, она в ярости обвиняет Мицуки в том, что та виновата в смерти девушки по имени Мияка, которая превратилась в дракона много лет назад. Мицуки не отрицает обвинения, но держится спокойно, хотя ее переполняют вина и горе. Лиза не может простить ее и в гневе уходит, оставляя Мицуки одну в коридоре. Позже той ночью ты не можешь забыть услышанный спор и сидишь в своей комнате, пытаясь собрать воедино все, что ты слышал. Ты понимаешь, что Мицуки причастна к смерти Мияка, и тебя беспокоит ссора между двумя женщинами.
Прежде чем он успевает задуматься об этом, в комнату врывается Фёрл, требуя вернуть ей книгу. Он быстро отдает ей книгу, и она, воспользовавшись моментом, дразнит его, кладет его руку себе на живот и говорит, что она сыта и довольна. Он в замешательстве отдергивает руку и просит ее перестать его дразнить, но она лукаво улыбается и заявляет, что однажды может использовать его как героя своего романа. Отчего он раздраженно вздыхает. Когда их перепалка заканчивается, он спрашивает ее о ссоре Лизы и Мицуки и выражает свое беспокойство, спрашивая, знает ли она, что нужно сделать, чтобы Лиза простила Мицуки. Она признается, что не знает ответа, но соглашается с ним, что им двоим нужно помириться ради них самих. Вдохновленный их разговором, он решает взять дело в свои руки и поговорить с Мицуки. Той ночью ты приходишь к Мицуки и мягко спрашиваешь ее о времени, проведенном в академии. Сначала она колеблется, но в конце концов открывается, когда ты упоминаешь Мияко, и со слезами на глазах рассказывает историю о том, как Мияко стала ее лучшей подругой, и как их некогда крепкая связь трагически оборвалась, когда Мияко превратилась в дракона. Она рассказывает о том роковом дне, когда ей пришлось убить Мияко, чтобы защитить академию, и это решение до сих пор не дает ей покоя. Он внимательно слушает ее с тяжелым сердцем, и когда она заканчивает, он благодарит ее за то, что она доверилась ему, и советует ей попросить прощения у Лизы за то, что она убила Мияко. Он подчеркивает, что ей нужно дать Лизе возможность высказаться и объяснить, что она чувствует на самом деле, и что простить ее будет нелегко. Но это необходимо для того, чтобы они обе смогли исцелиться. На следующий день Лиза обвиняет тебя в том, что ты вмешиваешься в ее отношения с Мицуки. Он спокойно оправдывается, объясняя, что всего лишь посоветовал Мицуки подумать о ее чувствах, и она раздраженно настаивает, что простить ее невозможно. Но он все равно замечает неуверенность в ее голосе. Уходя, она бормочет, что попросит Мицуки сделать невозможное, чтобы заслужить ее прощение, и это вселяет в него надежду. На следующий день, когда они приближаются к острову, студенты замечают, что оттуда поднимается зловещий дым. Это вулканический остров, и дым, который поднимается оттуда, кажется намного гуще и плотнее, чем обычно. Тир нервно сжимает руку Ю, не в силах скрыть свой страх, и девушки наконец осознают серьезность ситуации. Они больше не просто выполняют задание. Они собираются сразиться с самым смертоносным красным Василиском, существом, не похожим ни на что, с чем они сталкивались раньше. Когда они наконец прибывают на остров, Харука сразу же собирает команду, чтобы обсудить ситуацию. Она встает перед ребятами и говорит, что им не нужно бояться, и что они все еще довольно далеко от Василиска. Она считает, что битва может начаться примерно через 3 дня, и у них будет немного времени, чтобы подготовиться морально и физически. Затем она вызывает Хайчи и поручает ей раздать буклеты с информацией об острове Айрис, не осознавая всей серьезности ситуации. Хайчи говорит, что буклет очень милый, а остальные члены команды смотрят на нее так, будто у нее выросли рога. Когда они листают буклеты, то замечают, что на острове есть горячие источники. Это открытие вызывает у девушек восторг, и они начинают требовать, чтобы их сводили к горячим источникам, чтобы они могли расслабиться перед битвой. Лиза, которая всегда поддерживает веселье в напряженной обстановке, подливает масло в огонь, говоря, что яйца, приготовленные на горячих источниках, очень вкусные и у всех текут слюнки. Харука, наблюдая за ними с легкой улыбкой, немного успокаивается, видя, что они начинают приходить в себя, и советует им хорошенько отдохнуть перед битвой. Когда встреча заканчивается, Ю подходит к Тайчи и благодарит ее за то, что она подготовила буклеты. Они разговаривают, и Ю рассказывает о Тиаре и о том, как ей удается оставаться веселой и оптимистичной, несмотря на трагические воспоминания. Когда все расходятся, Фаррелл отводит тебя в сторону и просит пройти с ней на террасу корабля. Там она искренне благодарит тебя. Она говорит, что благодаря твоим усилиям отношения между Мицуки и Лизой наладились, и в знак признательности дарит тебе однодневный билет в горячие источники, обещая, что в это время там никого не будет. Она говорит, что ты сможешь расслабиться и не беспокоиться о том, что кто-то помешает тебе. Он с благодарностью принимает билет и решает воспользоваться им в ту же ночь, но к своему полному ужасу, когда он прибывает к горячему источнику. Он обнаруживает, что девочки тоже решили навестить нас в одно и то же время. Ситуация быстро обернулась для него неприятной катастрофой, и ему пришлось прятаться все это время. Позже тем же вечером Мицуки получает срочный звонок по поводу секретной операции, запланированной Нифл. А на следующий день они получают известие о том, что Василиск продолжает свое наступление, становясь все ближе. Разрушительные красные лучи превращают все на своем пути в соль, а море, когда-то мерцавшее и наполненное волнами, теперь превратилось в безлюдную соленую пустошь. Тем временем Харука и команда проводят видеоконференцию с майором Диланом, и он благодарит их за прошлые победы против других драконов. Но предупреждает, что эта конкретная битва будет гораздо более сложной. Он подробно объясняет, как Василиск испускает смертоносные красные лучи из своих глаз, способные превратить все, на что он нацелен, в камень, пепел или соль. А затем подробно описывает оружие, разработанное Нифл для борьбы с Василиском. Он объясняет, что лучи существа вызывают
называют ускоренное выветривание, сравнивая это с тем, как природные силы, такие как дождь, солнечный свет и ветер, со временем разрушают материалы, подчеркивая, что даже однократное воздействие лучей Василиска эквивалентно примерно 2000 годам естественного распада. Команда начинает паниковать из-за последствий этого открытия, задаваясь вопросом, что произойдет, если кто-то из них попадет под луч. Харука, сохраняя спокойствие, спрашивает майора Дилана об оружии, которое они планируют использовать. И он рассказывает, что только несколько материалов на Земле могут противостоять воздействию времени, поскольку мифрил является самым прочным сплавом. Нфил заключил свое оружие, названное Мистальт, в мифриловую оболочку, чтобы оно не пострадало от красных лучей Василиска во время атаки, и сообщил, что оружие будет готово к использованию в течение следующих 12 часов. Позже вы с Тейр отправились поговорить наедине, и она призналась, что очень нервничает и начала дрожать, узнав о разрушительной силе красных лучей. Она сказала, что боится увидеть, как ты или кто-то из ее друзей превратится в соль. Он нежно успокоил ее и заверил, что все делают все возможное, чтобы подготовиться к битве, и что они готовы защитить ее любой ценой. Тейр, все еще чувствуя себя немного беспомощной, жалуется, что не может помочь в бою, но он говорит, что ее присутствие важнее, чем она думает. И ее жизнерадостный характер вдохновляет и поднимает настроение всем вокруг. Приободренная его словами, Тейр решает сделать все возможное, чтобы поднять настроение всем в ближайшие дни. Той ночью, когда Василиск приближается к финальной подготовке Нифль к использованию своего оружия, она снова инструктирует команду и объясняет, что дальность атаки Василиска составляет 5 метров, и что Нифль планирует сбросить Мистальт с высоты 8 метров, чтобы он оставался вне досягаемости во время спуска. Затем она выражает беспокойство, что Василиск может уклониться от атаки. Но майор Дилан заверяет ее, что их исследования показывают, что существо всегда останавливается, чтобы ответить на предполагаемую угрозу. И у него остается мало времени, чтобы убежать. Тронутая преданностью майора Дилана, Тейр искренне благодарит его за все, что он сделал, чтобы защитить ее, и обещает поддерживать всех, даже когда ее одолевает тревога. Когда Василиск приближается к зоне высадки, Нифл направляет оружие на него и выпускает его. Оружие пронзает облака и стремительно летит к цели, и у команды появляется надежда. Василиск замечает оружие и стреляет в него своим красным лучом, но оно не реагирует и продолжает падать. Когда команда начинает чувствовать прилив уверенности, Василиск открывает третий глаз и выпускает еще более мощный луч. И сигнал от оружия внезапно пропадает, оставляя команду в оцепенении. Харука быстро связывается с майором Диланом, который получил сообщение от своих офицеров, что оружие было полностью уничтожено третьим глазом Василиска. И это неожиданное развитие событий, не учтенное в их предыдущих исследованиях, повергло команду в ужас. Пока они обдумывают этот разрушительный поворот событий, Кара падает на землю, и ее драконий гребень зловеще светится, а она смотрит на всех со страхом в глазах. Она слабым голосом сообщает команде, что красный Василиск зовет ее, и ей очень жарко. Ю крепко обнимает Тир, когда она кричит от боли, ее дрожащее тело не выдерживает напряжения, и она теряет сознание. Он очень волнуется, видя ее слабое дыхание и бледное лицо, что ясно показывает, насколько критическим стало ее состояние. Харука быстро берет ситуацию под контроль и приказывает ему немедленно отвезти ее в магический офис для оказания срочной медицинской помощи, и он без колебаний бросается туда. Его сердце бешено колотится от беспокойства за Тир. Позже Харука, Мицуки и Ю собираются на напряженное совещание с майором Диланом, чтобы обсудить свои выводы относительно новой угрозы, зловещего и разрушительного третьего глаза Василиска. Атмосфера в комнате тяжелая, груз их предыдущей неудачи давит на них. И майор Дилан начинает совещание, показывая фотографии и данные, которые его команде удалось получить во время предыдущей встречи. Он мрачно комментирует их предыдущие неудачные попытки, подчеркивая, что они были не готовы к подавляющим возможностям Василиска. Однако Херика возражает ему с ноткой тихой решимости и говорит, что Василиск, должно быть, открыл свой третий глаз от отчаяния во время предыдущей битвы, и предполагает, что он не будет использовать его так часто, как они опасаются. Дилан на мгновение замолкает, а затем спрашивает о текущем состоянии Тайры. «Ты все еще расстроенный», сообщаешь ему, что она отдыхает в больнице, но еще не восстановила свои силы. Позже майор Локи холодно предлагает избавиться от Тайры, чтобы устранить риски, которые она представляет как цель дракона, но Дилан колеблется, не зная, что ответить, разрываясь между долгом и моралью. Тем временем Ти лежит без сознания в больнице, ее лицо бледное, а дыхание слабое, а Тачи сидит рядом с ней. Вдруг Ти слегка вздрагивает, и Тачи напрягается от беспокойства, но у нее звонит телефон, и она неохотно выходит из палаты, чтобы ответить на звонок. Вернувшись на совещание, Харука обращается к команде, прося их сохранять спокойствие и уверенность в сложившейся ситуации. Затем она объясняет текущую ситуацию с новой угрозой, исходящей от Василиска, и говорит, что третий глаз Василиска обладает разрушительной силой. Радиус поражения составляет 10 километров,
что вдвое больше, чем у его обычных красных глаз. Она также описывает катастрофические последствия его атак, подчеркивая огромную мощь, с которой им предстоит столкнуться, но Лиза пытается поднять настроение, уверенно заявляя, что это не имеет значения, потому что они все равно могут дать отпор. Гермуко соглашается, подтверждая их готовность к миссии и заявляя, что их стратегия останется прежней, но с некоторыми изменениями, чтобы учесть третий глаз. Она подробно излагает обновленный план и объясняет, что команда должна сосредоточиться на атаке алмазных чешуек Василиска с той стороны, где он не сможет их увидеть, и атаковать так быстро, чтобы у него не было времени ответить. Она объясняет, что Василиск все еще находится в 150 километрах от острова, и они начнут атаку, когда он приблизится на 6 километров. На это Айрис высказывает обоснованные опасения, спрашивая, не увеличит ли ожидание, пока Василиск приблизится, риск быть обнаруженными. Харука успокаивает ее, объясняя, что они стратегически расположатся на дальней стороне острова, используя гору и горизонт как естественное укрытие, чтобы оставаться незамеченными. Чтобы было понятнее, она объясняет, что кривизна Земли будет служить дополнительным укрытием, скрывая их передвижение от взгляда Василиска до момента атаки. Она также объясняет, что Тайр будет приманкой, привлекая внимание Василиска к горизонту, пока остальная часть команды готовится к атаке с противоположной стороны острова. Она сообщает им, что для эффективной работы потребуется огромное количество темной материи, и распределяет команду на пары, чтобы повысить шансы на успех. Она тщательно подбирает партнеров, учитывая их способности, и с радостью назначает тебя в пару с Айрис. Ее улыбка сияет, и она говорит, что ей не терпится снова поработать с тобой. Гермика завершает собрание, напоминая всем быть бдительными, подчеркивая, что возможности Василиска до конца не изучены и могут преподнести сюрпризы. Позже он выходит на улицу, чтобы потренироваться в защите от захвата, используя камни в качестве импровизированных мишеней. Во время тренировки в его памяти всплывает разговор с Шарлоттой. Она сказала, что он не единственный, кто может повторить способности дракона, и что его сестра тоже получила силу фиолетового дракона после победы над ним. Она также упомянула, что с точки зрения дракона Д могут показаться ворами, укравшими их силу, что добавляет еще больше сложностей в его мысли. Громкий звук прерывает его тренировку, и он оборачивается, чтобы увидеть, что Айрис тоже тренируется неподалеку. Ее движения точны и плавны, что говорит о ее преданности делу, и он не может не восхищаться ее прогрессом. Он подходит к ней и делает искренний комплимент, от которого она слегка краснеет, а потом они садятся поговорить, и она говорит, что рада работать с ним на этой миссии. Их разговор принимает неожиданный оборот, когда он спрашивает, почему она его поблагодарила. Она взволнованно меняет тему разговора, предлагая сосредоточиться на миссии и поговорить об этом позже. В больнице Тара начинает приходить в себя, и выражение боли на ее лице смягчается, когда друзья окружают ее. Лиса нежно успокаивает ее, обещая, что они не позволят дракону забрать ее, а ты стоишь на коленях рядом с ней и гладишь ее по голове, обещая победить Василиска и вернуть ее домой целой и невредимой. Глаза Тары блестят от благодарности, когда она чувствует поддержку друзей и засыпает. Харука заходит в комнату с серьезным выражением лица и объявляет, что пора всем занять свои позиции. Команда дружно кивает, их решимость непоколебима, и они готовятся к предстоящей битве. Василиск приближается, теперь он всего в 16 километрах от острова, и все занимают свои позиции, их оружие материализуется и готово к бою. Массивная пушка Улисса, заряженная антиматерией, служит напоминанием о его огромной ответственности. Напряжение нарастает, когда Василиск наконец достигает отметки в 6 километров. Хирука отдает долгожданную команду атаковать. Мицуки и ее напарница натягивают тетиву и выпускают мощный заряд темной материи. Остальные следуют их примеру, и их объединенная сила превращается в мощный энергетический луч. Начинается обратный отсчет, и энергетический луч устремляется вперед, разрезая остров и направляясь прямо к Василиску. Тем временем, как и планировалось, Тиор улетает на командном корабле, отвлекая внимание Василиска. Энергетический луч приближается к Василиску, но в последний момент его третий глаз открывается, и ослепительный красный луч сталкивается с атакой и уничтожает ее. Разрушительный удар прервал связь, оставив Харуку и ее команду в оцепенении, пока они пытались справиться с неожиданным и катастрофическим поворотом событий. Ее сердце жалось, когда она представила себе неопределенное будущее, которое их ждет, и тяжесть их неудачи, давящая на ее плечи. Красная бобовая королева отразила их атаки, ответив на удар по острову с невероятной силой, легко пробив его. Ты и девочки едва успели увернуться от разрушительного луча, чудом избежав катастрофы. В отчаянной попытке ты направил свою антигравитационную
лазерную пушку на луч, сумев изменить его направление и предотвратить катастрофу. Все в ужасе смотрели на разрушения, вызванные красным лучом, и Харука быстро взяла командование на себя, приказав всем немедленно отступить и держаться на низкой высоте, чтобы избежать дальнейшего обнаружения. Вы с девочками плыли у самой поверхности моря, когда Василиск нанес еще один разрушительный удар по острову. От удара весь остров вместе с дымом и морем превратился в соль. Когда команда собралась и доложила Харуке, она приказала увеличить скорость корабля и немедленно покинуть зону боевых действий. Напряжение было невыносимым, все собрались вокруг, на их лицах читалась глубокая тревога, а Лиза извинилась, жалуясь на свою неспособность оказать хоть какую-то помощь. Несмотря на все усилия, им ничего не оставалось, кроме как бежать, и Мицуки, ошеломленная происходящим, молча вышла из комнаты. Ю пошел за ней, но Харука остановила его, чтобы поблагодарить за то, что он помог им вернуться целыми и невредимыми. Она предупреждает его, что после провала операции Нифль не оставит это просто так и попытается уничтожить тир. После разговора с ней Ю видит, что Мицуки смотрит на море, и на ее лице отражается печаль. Он подходит к ней и говорит, что она не должна винить себя за случившееся, ведь никто не ожидал, что Василиск поведет себя так неожиданно. Она колеблется, но признает, что без него и Тайчи они все были бы обречены. Он говорит ей, чтобы она не переживала, и напоминает о том, что она обещала Лизе, что больше не будет винить себя. Он убеждает ее не сдаваться, нежно гладит по голове и говорит, что они должны сделать все возможное с теми способностями, которые у них есть. Позже они пересматривают запись нападения Нифля на Василиска, пытаясь найти причину провала. Мицуки с досадой спрашивает, как могла провалиться их тщательно спланированная операция, ведь они учли все возможные варианты, в том числе и то, что Василиск мог их заметить. Он внимательно изучает запись и замечает важную деталь. Василиск не использовал свой третий глаз, когда преследовал их. Если бы он это сделал, то смог бы их достать, и они бы не выжили. Решив найти решение, он обращается к Харуке и просит связаться с майором Локи из Нифля по видеосвязи. Локи, не теряя времени, спрашивает о Тир, но Ю перебивает его, твердо заявляя, что не собирается причинять ей вред. Вместо этого он спрашивает, может ли Нифль предоставить им другую команду Мистл, даже если это будет прототип. Локи скептически спрашивает, зачем ему оружие, которое уже доказало свою неэффективность против Василиска. Он возражает, что конструкция оружия не была изначально ошибочной, и настаивает, что если внести изменения, есть шанс, что оно сработает. Локи неохотно соглашается попробовать, но предупреждает, что второго шанса не будет, если снова потерпит неудачу. Ю договаривается о встрече с Харукой и девочками, чтобы поделиться своими наблюдениями и новой стратегией. Он объясняет, что оружию не хватало достаточной мифической защиты и предполагает, что их глубокая связь с мифическими существами может компенсировать этот недостаток и повысить эффективность оружия. Однако Лиса высказывает критическое замечание, напоминая группе, что третий глаз Василиска за секунды уничтожает даже мифрил. Он признает это, но отмечает, что во время их предыдущей встречи третий глаз выстрелил всего дважды. Он предполагает, что между атаками третьего глаза будет 5-секундный перерыв, во время которого Василиск будет беззащитен. И в этот уязвимый момент у них будет возможность победить его. Группа обсуждает возможные контрмеры, соглашаясь, что они должны быть готовы к атакам обычных глаз Василиска в этот уязвимый момент. Он предлагает план, как использовать оружие, чтобы оно выдержало обычные красные лучи и нанесло решающий удар в этот критический момент. Настроение команды поднимается, когда они обсуждают новую стратегию, готовые доработать ее под руководством Харуки. Когда он выходит с собрания, его останавливает Тачи, ее лицо серьезно. Она прижимает его к стене, требуя сказать, сработает ли новая стратегия на самом деле. Он уверяет ее, что это лучший вариант, и они должны его использовать. Такеши колеблется, затем высказывает предположение, что быстрая реакция Василиска может быть связана с какой-то неизвестной способностью, и говорит, что это делает его еще опаснее, чем они думали. Их разговор прерывается, когда вбегает Айрис и зовет тебя за собой. Они приходят и видят, что Мицуки и Лиза спорят. Мицуки настаивает на том, чтобы спуститься с оружием и скорректировать его траекторию, если это будет необходимо, а Лиза категорически против, утверждая, что это слишком опасно. Напряжение нарастает, и Лиза в отчаянии дает Мицуки пощечину. Ферал вмешивается и предлагает взять это задание на себя, и тогда все остальные тоже вызываются добровольцами. Команда поддерживает Мицуки, подчеркивая, что она их капитан, и просит ее передумать. Удивленная их поддержкой, она отказывается от своей идеи и соглашается включить всех добровольцев в свой план, чтобы обеспечить безопасность каждого. Лиза, все еще расстроенная, требует, чтобы Мицуки пообещала, что они вернутся все вместе. Той ночью ты заходишь к Мицуки и видишь, что она снова смотрит на море. Он успокаивает ее, говоря, что она не одна, и они вспоминают все, что пережили вместе. В этот момент они обнимаются и называют друг друга упрямыми. Позже Ю решает проверить Тари, но находит ее комнату в руинах,
а врачи лежат раненые и без сознания. Тари нигде нет. В панике он допрашивает одного из врачей, и тот говорит, что Тайчи забрал Тару. Он бежит искать ее, не веря своим ушам, и в конце концов встречает Тайчи с Тарой на руках. Она заявляет, что пока Тир остается человеком, все они будут в опасности, и настаивает, что Тиру было бы лучше стать драконом, чем умереть. Когда он требует, чтобы она вернула Тира, она щелкает пальцами, и его охватывает пламя. Он едва успевает спастись, с ужасом понимая, что Тайки — это никто иная, как Кайли, и прямо у него на глазах она превращается в свою истинную форму, окруженная пламенем. Кайли безжалостно насмехается над ним, выражение ее лица холодное и непреклонное, и ты, стиснув зубы, требуешь сказать, была ли она среди них все это время. Ее лукавая улыбка говорит сама за себя, и от этого по его телу пробегает дрожь. В нем закипает гнев и решимость, и он клянется, что не позволит ей превратить Тира в невесту дракона. Не раздумывая, он поднимает антигравитационную пушку и стреляет в нее. Но она с легкостью уклоняется от атаки, двигаясь с грацией, которая кажется почти нечеловеческой. Щелкнув пальцами, она отвечает ему серией огненных взрывов, от которых тебе приходится уворачиваться. Ее голос звучит спокойно, когда она настаивает, что Тиру лучше жить в облике дракона. И чувствуя, как растет его разочарование, он перебивает ее, резко заявляя, что Тир решил жить как человек. Кайли не сдается, создает взрыв темной материи и бросает его в Тира, и он быстро материализует свою броню и использует ее, чтобы поглотить удар. Но от силы взрыва его отбрасывает назад. Она наносит мощный удар, разрушая его броню и оставляя его беззащитным. На мгновение он вспоминает слова Локи о том, что у него есть сила победить любого, пока он человек. Стиснув зубы, он хватает кусок сломанной брони и бросается на нее с решимостью, горящей в его глазах. Одной лишь силой воли он одолевает ее, прижимая к земле. У него есть возможность покончить с ее жизнью, но он колеблется, его чувство морали взяло верх. Когда он отпускает ее и подходит, чтобы забрать слезу, Хилли смотрит на него с непроницаемым выражением лица и спрашивает, почему он не убил ее, когда у него была такая возможность. Он убежденно отвечает, что видит в ней человека, и именно поэтому он не смог заставить себя покончить с ее жизнью. Она мрачно усмехается, поднимаясь на ноги, и говорит ему, что у него могут быть слезы. Перед уходом она предупреждает его, что Василиск не похож ни на одного врага, с которым ему приходилось сталкиваться. Это существо, возможно, даже обладает способностью предвидеть будущее. Ее слова вызывают у него волну беспокойства, но прежде чем он успевает ответить, она подлетает к нему и с игривой ухмылкой целует в щеку, прося его быть лучше Василиска, прежде чем исчезнуть в тени. Как только к нему возвращается самообладание, появляются Лиза и Мицуки. Лиза тут же забирает слезу из его рук, на ее лице отражается беспокойство, и она спешит в медицинский кабинет. По мере распространения новостей группа узнает шокирующую правду о том, что Тайчи все это время был замаскированный Кайли. Мицуки с мрачным выражением лица спрашивает, действительно ли возможно, что Василиск признает будущее. Она рассматривает такую возможность, и остальные соглашаются, хотя Айрис все еще не верит в обман Ахилла. Позже Мицуки снова собирает всех на совещание, чтобы обсудить план атаки, и объясняет, что оружие будет сброшено с высоты 15 километров, и что они все вместе отправятся к месту сброса на большом транспортном средстве, предоставленном Нифльхеймом. Мицуки и Ферелу поручено контролировать спуск оружия, что будет сложнее из-за того, что Василиск, скорее всего, попытается перехватить его. Им нужно будет оставаться над оружием, чтобы траектория оставалась точной, и отступить за несколько секунд до удара. Это очень опасно, потому что для того, чтобы выжить после взрыва, нужно точно рассчитать время и скоординировать действия. Затем она рассказывает о 3 планах на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы каждый член команды знал свою роль. Тебе и Айрис, в частности, поручены гибкие роли, которые будут меняться в зависимости от обстоятельств. Перед тем, как разойтись, они все ненадолго заходят проведать Титер, которая все еще без сознания, но стабильна. Это придает им сил перед новой встречей с Василиском. Тем временем Василиск прекращает свое неумолимое наступление, замирает и смотрит в небо. Гермика, внимательно следящая за ситуацией, замечает, что существо неподвижно. До сброса оружия осталось всего 3 минуты, и напряжение нарастает, когда команда приближается к месту сброса. Гермика отдает последний приказ, и оружие начинает стремительно падать. Когда оружие преодолевает отметку в 12 километров, Василиск реагирует, выстреливая лучом из 3-го глаза. Вы с остальными корректируете траекторию, но Мицуки предупреждает, что атака началась раньше, чем ожидалось. Из-за того, что Василиск изменил стратегию, им приходится действовать по плану, который они не ожидали. Лиса предполагает, что ранняя атака была попыткой подготовиться к следующему удару. Команда продвигается вперед, несмотря на непрерывные атаки Василиска, и приближается к отметке в 5 километров. Как они и предполагали, Василиск выпускает второй луч, и команде снова приходится приспосабливаться. Когда они приближаются к отметке в 2 километра, существо наносит самый мощный удар. Не имея других вариантов, команда отказывается от плана с оружием и переходит к плану Б. Они быстро спускаются, достают оружие и атакуют Василиска, пока он не успел выстрелить еще раз из 3-го глаза. Лиза целится в 3-й глаз, точным ударом копья разбивает
сбивает его, а ты стреляешь из своей антигравитационной пушки, в то время как Фертили выпускает свою аэробластную атаку. Команда нападает на Василиска, нанося скоординированные удары, чтобы уничтожить его алмазные шипы. Он призывает свою огромную пушку и наносит сокрушительный удар по Мицуки, а остальные направляют свою объединенную силу на непрерывный обстрел. Их усилия приводят к финальному мощному удару, который превращает Василиска в груду обломков. В медицинском кабинете состояние Лизы стабилизируется, когда дракон побежден. Ее дыхание приходит в норму, и зловещее свечение на ее драконьем гребне исчезает. Команда, уставшая, но торжествующая, собирается отпраздновать свою нелегкую победу. Лиза со слезами на глазах говорит Мицуки, что ее условия для прощения выполнены. Они обнимаются, и остальные присоединяются к ним в искреннем дружеском объятии. НФЛ получает известие о победе, и майор Дилан и Локи с гордостью празднуют это. Локи лично поздравляет тебя, выражая восхищение их успехом. Когда команда возвращается в академию, их встречает Шарлотта, которая рада их видеть, хотя ее внимание приковано к Аблину и девочкам. Когда они возвращаются к своим обычным делам, ты остаешься наедине с Мицуки. Она признается ему в своих чувствах, напоминая, что они не кровные брат и сестра, и что она не бросит его. Позже он рассказывает Айрис душераздирающую правду о сделке, которую заключил 3 года назад. Он объясняет, что каждый раз, когда он использует свои силы, он теряет воспоминания, и он боится, что если продолжит, то забудет даже ее. Она успокаивает его теплой улыбкой, обещая сохранить их воспоминания для них обоих.